Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о самой дорогой специи – шафране. Его происхождение окутано тайной. Одни говорят, что шафран крокус родом из Ирана, другие говорят, что из Греции. Даже среди дорогих специй мира шафран выделяется своей ценой. Настоящий шафран может обойтись покупателю более чем в $10 тысяч за килограмм. Чтобы произвести всего 1 грамм шафрана, потребуется более 150 цветов, а чтобы получить 1 килограмм пряности, нужно примерно 200 тысяч цветков. И то, что у вас дома хранится в шкафу, вполне может оказаться подделкой. Так что же делает эту специю такой дорогой? Шафран – это красное рыльце растения Crocus sativus или шафрана посевного. Шафрановый крокус является триплоидным гибридным видом. В диком виде он не встречается и без участия человека размножаться не может. Хотя его культивируют уже более 3500 лет, все растения, выращиваемые во всем мире, происходят только из дочерних луковиц. У каждого крокуса есть 3 маленьких рыльца, которые осторожно собирают вручную. Этот крошечный урожай означает, что количество, которое получается с каждого цветка, составляет примерно 0,006 грамма. Ни одна машина не способна выполнить тонкую работу, необходимую для сбора этих тонких нитей. А для производства всего 1 килограмма высококачественного шафрана может потребоваться 40 часов тяжелого ручного труда. Выращивать это растение тоже непросто. Для многих фермеров в странах Средиземноморья, Кашмире, Индии, Афганистане, Иране и Пакистане производство шафрана является основным источником дохода, поскольку шафрановые крокусы также хорошо растут на почвах, которые нельзя использовать для других сельскохозяйственных нужд. Сегодня культуры шафрана выращивают не только в Азии, но и в Европе. Он растет в Германии и Австрии, в средиземноморских странах, таких как Италия и Греция, и в залитой солнцем Испании, где расположены крупнейшие поля шафрана в Европе. Местные производители из окрестностей Дрездена в Германии клянутся превосходным качеством немецкого шафрана. Мороз делает растения более крепкими, а нити более ароматными. На протяжении последних тысячелетий шафран использовался как пряность, краситель и как лекарство от ревматизма и алкогольной зависимости. Например, шафран применяли также как болеутоляющее при родах и при женском недомогании. Это многолетнее клубнелуковичное травянистое растение. На самом деле их называют клубнелуковицами, но по сути они похожи на луковицы. Это сильно утолщенная подземная часть стебля, в которой находятся питательные вещества. Таким образом, количество цветов, которое можно получить с одной луковицы, на самом деле зависит от того, как за ними ухаживают, как их выращивают и в каком климате они растут. Так, например, если перед сбором урожая идет дождь, то цветы вырастут более крупные. Если перед сбором урожая очень сухая погода, то цветы становятся меньше. Поэтому и приходится собирать цветы и ухаживать за урожаем в течение года вручную. Как только наступает время урожая и начинается цветение, сборщики должны работать очень быстро, чтобы успеть собрать цветки вовремя. Почти весь посаженный шафран может зацвести в течение 1 недели в году. А чтобы сохранить качество, цветы лучше всего собирать утром или после захода солнца. Выросшие цветы жизнеспособны всего 3-4 дня, и если их вовремя не собрать, их придется выбросить. Период цветения шафрана составляет 20-25 дней. В этот период рабочие на поле вручную срывают цветы и помещают их в корзины. Качество является ключевым фактором при выращивании такой быстро цветущей культуры. Что касается вкуса шафрана, то он зависит от количества осадков, температуры и качества почвы. Производством шафрана самого высокого качества в мире славится территория Кашмира на границе Индии и Пакистана.
Шафран выращивают в Кашмире с 16 века. Во время правления великих моголов луковицы этого растения привезли сюда из Ирана. В Пампоре, расположенной в 15 километрах от Сринагара, столицы североиндийского штата Джимму и Кашмир, поля шафрана занимают чуть менее 4000 гектаров. Капризному растению необходимы хорошо дренированные суглинистые земли. В землю необходимо добавлять компост. Луковицы высаживают в мае-июне, а урожай собирают в ноябре. Процесс этот чрезвычайно трудоемкий. Используются только крошечные рыльца цветка, которые собирают вручную, а затем высушивают на солнце. Собранная прядь шафрана проходит строгий контроль. Может получиться так, что чтобы получить самое высокое качество, возможно, придется выбросить половину собранного урожая. Ведь самый дорогой шафран высшего сорта обычно состоит только из самых кончиков рыльца. В Иране, где производится более 90% мирового шафрана, существует 4 сорта. Самый низкий, 4-й сорт, называется связанный пучок. Это вся нить, полностью вытянутая из цветка, от темно-красных кончиков до желтого основания. В более высоких сортах желтая нить удаляется, остается только длинная нить чисто красного цвета. Таким образом, это означает, что килограмм шафрана может состоять из 450 тысяч нитей. А чтобы получить столько рылиц, потребуется 150 тысяч цветов. Такое количество цветов занимает много места для выращивания. Для сравнения, например, тмин может дать 600 килограммов сакра. Мускатный орех с такой же площади даст 350 килограммов. А если такой участок земли использовать для выращивания шафрана, то урожай составит всего 1,8 килограмма. Несмотря на невероятно большую и тяжелую работу по выращиванию шафрана, а также на те площади, которые занимает эта культура, спрос на пряность постоянно растет. Ежегодно во всем мире собирают более 200 тонн нитей шафрана. Это равнозначно примерно 30 миллиардам цветов. Спрос на нити настолько высок, что многие занимаются фальсификацией, производя поддельный шафран. Шафрановые нити, которые на первый взгляд кажутся настоящими, на самом деле могут быть сделаны из кукурузных рылиц, кокосовых волокон или даже из конского волоса. Также используются синтетические красители для окрашивания рылиц более низкого сорта и продажи их как шафрана высокого качества. Мошенники часто покупают корни шафрана за 1/15 его цены, затем окрашивают их шафрановым спреем и смешивают с чистым шафраном. Получается очень низкая цена по сравнению с ценой на товарном рынке, поэтому эксперты советуют потребителям покупать целые нити. В конце 2019 года в Великобритании была раскрыта преступная группировка, занимающаяся реализацией поддельного шафрана. Международное расследование по этому делу длилось 2 года. Также выяснилось, что в 2010 году Испания экспортировала 190 тысяч килограммов шафрана на сумму $50 миллионов, но общий объем производства в стране составил всего 1500 килограммов. В то время местный союз фермеров сообщил, что до 90% экспорта испанского шафрана приходится на мошеннические схемы. Государства-производители шафрана пытаются бороться с этими поддельными и неправильно маркированными продуктами, но проблема все еще сохраняется. Рынок поддельного шафрана закрывает путь для многих настоящих фермеров, которые выращивают настоящий шафран. Многие люди хотят узнать, каков же на самом деле вкус настоящего шафрана. Вкус шафрана специалисты характеризуют как вкус меда с металлическим оттенком, горький и пряный одновременно. Другие определяют вкус как пряный, горьковатый, с примесью сладости и привкусом свежего сена. Шафран обладает одной особенностью – вкус он дает постепенно, на протяжении 12-24 часов. Запах у этой специи своеобразный, резкий, сильный, сладостно-терпкий и горьковатый. Его тяжело спутать с какой-либо другой пряностью. Для сохранения аромата шафран нельзя долго варить. Лучше всего замочить нитки в теплой воде на несколько минут
и добавить в посуду с жидкостью, когда она будет почти готова. Еще более интенсивный цвет можно получить, если шафрановые нити будут свежемолотые. Рекомендованная длительность замачивания 20-30 минут. Еще один способ предварительной обработки – обжаривание на сухой сковороде, растирание в порошок и помещение в молоко, бульон, белое вино. Хотя шафран популярен как никогда, его искали на протяжении всей истории. В греческой мифологии Зевс иногда спал на ложе из шафрана. Говорят, что Клеопатра купалась в шафране и молоке, используя красящие свойства специи в качестве древнего искусственного загара. Наверное, в каждой культуре есть свой миф о силе специи, и в XIV веке популярность шафрана резко возросла по всей Европе, когда его посчитали возможным лекарством от чумы. В последнее время в мире возникла проблема, влияющая на цену шафрана. Это негативное изменение климата. В Кашмире производство значительно сократилось, и вместо расширения площадей многие фермеры продают свою землю. Фермеры рассказывают, что температура и климат в Кашмире полностью изменилась. За последние 4-5 лет дождей было очень мало. Если раньше, чтобы собрать шафран с определенной площади, требовалось как минимум 2 дня, то сегодня, чтобы собрать шафран с того же поля, требуется всего полчаса. Фермеры переживают, что производство сокращается, земли продаются и на них строятся дома. В период с 2017 по 2018 год производство шафрана в регионе упало почти на 70%, с 16,5 тонн до 5,2, а продолжающиеся засухи и изменения климата в дальнейшем сделают этот урожай еще меньше. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!